В этом городе происходили самые значимые события становления Абхазского царства, самые переломные моменты в истории Абхазии. Здесь побывало много известных личностей, и каждый по-своему восхищался красотой этого города. Антон Павлович Чехов в свое время писал: «Если я был бы художником, я бы нарисовал каждый уголок этого места и каждый кустик». И все это о новом Афоне. Сегодня мы знакомимся с Людмилой Лазба, человек, который посвятил свою жизнь воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к родине. Здравствуйте, Людмила Шамилевна. Добрый день. Мы находимся в Новоафонской школе. Здесь проходило ваше детство. Расскажите о нем. Для меня вообще Новый Афон – это самое красивое, самое значимое, самое на всем белом свете. А школа, что говорить о школе? Я просто перечислю некоторые факты, и, наверное, будет все ясно. В этой школе учились братья моего деда Ибрагима. Эту школу заканчивали все дети Ибрагима Лазба, а их было 10 человек. Эту школу закончили его внуки, в том числе и я, и мои братья. Эту школу закончили его правнуки, а сейчас учатся праправнуки Ибрагима Лазба, правнуки Шамиля Лазба, моего отца. Ну, дом родной, как ты думаешь? Для меня это, конечно, многое значит. Афонская школа русская была тогда, только русская школа. Она единственная вообще, не только в Афоне, в округе. И здесь учились представители более 30 национальностей. Абхазскому я, на мой взгляд, неплохо знаю свой родной язык, но это я родной язык взяла с семьи. Здесь обучение было на русском, иностранный язык был немецкий и обязательное изучение грузинского языка. Тогда это было в законе, да. Абхазский язык стали изучать уже после того, как я закончила школу. Где и как вас застала война? Дома. Мы с семьей собирали яблоки шампанские. Ухаб – высокогорное село, и там фрукты поспевают немножко позже, чем по набережной. И вот мы решили собрать. Аромат стоял по всему двору, птицы щебетали. Так было здорово, ну уж слишком было хорошо. Вот. Ничего не предвещало беды. Но по телевизору какая-то тревога, что-то там был включен. Я пришла посмотреть, в чем дело. Ардзенба говорит о какой-то войне, ничего не могу понять. Зову мужа. Он пришел и выслушал все это выступление и говорит, ничего не сказал. Снял ружье со стены, одностволка. Как он сам шутил, целый день, если ходить, можно одного дрозда пристрелить. Вот такое оружие было. И направился к калитке. Я стала плакать, дети прижались ко мне. Он говорит, что ты плачешь? Не на войну же иду. Вот пришли, как пришли, так и уйдут. Они не ушли. И вот он всю войну пробыл там. К счастью, остался живой. Расскажите, как сложилась ваша жизнь после войны? После войны, ну кому было легко? В Абхазии, по-моему, никому не было легко. После войны, конечно, была тяжелая жизнь. У меня 3 детей. Муж не получает зарплату. Он страшно переживал. Вообще мужчина, когда не приносит в дом деньги, это для него трагедия, для нормального мужика. Ну, так сложилось. Правда, приносил он офицерский паёк. Он пошел на войну 14 августа. И до конца своей жизни, он умер недавно, он так и прослужил в абхазской армии, ушел в чине полковника.
Вот приносил паёк, давали тогда паёк, но его хватало где-то на 10 дней, на 12 дней. А там, вот ты знаешь, вот для меня до сих пор вот загадка, а как мы выжили вообще? Это было очень трудно. Ну, выжили. Ну, конечно, помогали друг другу. Мне и отцовский дом помогал, брат мой старший. Младший погиб в Каманах 5 июля. Если чуть-чуть говорить о войне, я все-таки эту страницу нельзя так просто перевернуть. Чуть-чуть скажу о ней. Вот когда вся война, 413 дней, все дни были трагическими, потому что погибали люди. Но для меня самый страшный день был 14 декабря 1992 года. Ну, ты знаешь почему. Когда человек идет на войну, мужчина идет на войну, да и женщина, он в душе, конечно, с оружием, он в душе, конечно, надеется, что он вернется живым. Но и в то же время он не исключает, что он может погибнуть, потому что это война. А в чем провинились те, которые погибли в этот день? Они сгорели заживо. Это 87 человек сгорели заживо. И среди них 30 детей, 8 беременных женщин. Это просто такое простить, такое забыть просто невозможно. Невозможно, да. И, конечно же, еще день 5 июля, когда погиб мой брат. Для меня время остановилось тогда. Я думала, я не выживу. Но дети и жизнь, они оказались сильнее. Я выжила и пошла жить дальше. Но у меня вот все время было, знаешь, желание какое, что-то сделать. Вот не только для погибшего брата, а для тех, кто погиб так же, как он. А что я даже не знала, что. И вдруг я услышала, что открывается музей боевой славы у нас в Сухуми Нярдзинда. Я позвонила директору, она согласилась, потому что у нее в коллективе не было историка. И не знали, с чего начать. Я, можно сказать, с руин начала. Вот. И я горжусь тем, что свое имя я связала с началом вот, с открытия, создания вот этого музея. Вот что есть на стенах в музее, ты, наверное, бывал там? Да. Это с моей подачи, простите за нескромность. А как вы познакомились с проектом «Исторический диалог»? Однажды позвонила мне Далила Пиле и пригласила на встречу. И она добавила, вам будет интересно. Ну, интересно, я люблю интересно, конечно. И я и пошла. И все. И с тех пор я связана с этим проектом. Мне очень нравится. Особенно могу сказать, что мне нравится в этом проекте, когда у нас встречи бывают. Там бывают разного рода посетители, приглашенные, и высокопоставленные, и чиновники, и гости из-за рубежа и прочее. Но вот у чиновников все-таки работа накладывает определенную печать, то есть они взвешивают свои слова, свои выражения, взвешивают слова, как-то контролируют там ответы и прочее. А мне больше было интересно послушать простых людей, участников военных действий. И там вот на таких встречах услышишь такое, волосы дыбом, или же удивление, или же восхищение, чего редко бывает при встрече с вот, высокопоставленными лицами. Помнишь, мы были в Ереване в прошлом году? Там была грузинская группа и наша группа абхазская. В сетях некоторые упрекают нас, что вот, конечно, вы там, комфортно вам было, вы отдыхали. Хочу сказать сразу, что да, было комфортно. Мы жили в вилле замечательной, были у нас хорошие номера, кушали с удовольствием. Но на этом и заканчивается комфорт, потому что когда мы все собирались в назначенном кабинете и начиналась встреча с грузинской группой, никакого комфорта. Надо было так сориентироваться, надо было так подбирать слова, чтобы не унизить себя, отстоять свои интересы, конечно, и в таком ракурсе, в таком виде, чтобы это дошло до твоего оппонента. Это совсем некомфортно. А какие вы там обсуждали вопросы? Вопросы были самые разные. Все вертелось около прошедшей войны. Плохо они знают ход военных действий вообще в этой войне.
слухи, какие-то сплетни. Я им всегда советовала: прочитайте историю, прочитайте, пусть это будет не абхазских авторов, но есть и другие авторы, если вы не верите нам. Но я думаю, что мы сыграли немалую роль в том, что мы их во многом все-таки убедили. А не считаете ли вы, что эти встречи проводить пока еще рано? Эти встречи надо было проводить гораздо раньше. Чем раньше мы будем способствовать тому, чтобы был диалог на равных, еще раз подчеркиваю, в том, что мы идем на контакт с ними для того, чтобы налаживать, ну, скажем, какие-то экономические связи, чтобы заработала железная дорога. По моему понятию, если ты убедил одного-двоих, уже результат. Вот я могу привести один пример такой. Одна из наших собеседниц, вот по онлайну, когда мы встречаемся, Из Грузии, имеете в виду? из Грузии, да, вот из грузинской группы, она сказала такую вещь, я даже подумала, а не боится ли она, почему в свое время никто не осудил Гамсахурдия, в свое время не осужден Шеварднадзе, почему до сих пор терпят Саакашвили. А это результат нашей беседы. Разве это не ответ? Она трансформировалась, получается, во время ваших бесед. Да, именно, конечно. Она вот в течение... Это же не одна встреча была, это много раз мы встречались, говорили на разные темы вокруг войны, до войны, после войны. И вот она вдруг выдала. Мне показалось, что, может, это у нее внутри где-то было. Но вот эта беседа заставила ее сказать это вслух. Я считаю это очень значимым. И по традиции в конце нашего интервью мы проводим блиц-опрос. Я буду задавать вопросы, вы коротко и быстро отвечаете. Попробую. Ваша самая характерная черта? Я умею слушать. Считаю это своим достоинством. Что для вас счастье? Счастье, оно не складывается, на мой взгляд, из какой-то одной черты. Это, наверное, когда Родина спокойно живет. Это когда достойно выросли дети. Это когда рождаются и растут внуки. У меня все это есть, слава богу. Угу. А какой девиз у вас в жизни? Мой девиз по жизни чеховское выражение «краткость сестра таланта». За что вы благодарны своей судьбе? Судьбе я благодарна за то, что на моем пути, а я прожила довольно большую жизнь, встречались очень интересные люди, где бы я ни жила. А почему вы выбрали профессию учителя? Скорее всего, потому что у меня были такие учителя. Но хотелось быть такими, как они. Я думаю, что это основная причина. И последний вопрос. Чего вы боитесь больше всего? Я боюсь больше всего возобновления военных действий на нашей территории. И если не будет диалога, это мое убеждение, то на это случится.